Если ты решил сдавать ЕГЭ по информатике, я тебя с этим прям очень сильно поздравляю, потому что это правда самый классный экзамен, и к нему реально за год можно подготовиться на 90+. В этом видео мы с тобой разберемся, как выстроить систему, которая приведет тебя к 90+ баллам без ощущения, что ты тупой и без выгорания. Поэтому обязательно продолжай смотреть. Меня зовут Натали, я препод по информатике. Погнали! Я до этого сказала, что мы будем выстраивать систему, и на самом деле слово «система» — это самое важное слово при подготовке к ЕГЭ. Матрица — это система. Система и есть наш враг. И сейчас я тебе расскажу прям пошаговую стратегию, как готовиться. Будет в ней всего лишь 4 пункта. Первый пункт у нас достаточно коротенький, он называется диагностика. Это когда мы садимся, открываем какой-нибудь официальный вариант, например, демо-версию, дестрок или какой-то вариант основной волны, смотрим, что вообще есть в ЕГЭ, из чего он состоит, какие задания, например, возможно, уже изучали в школе и уже умеешь решать. В общем, разбираемся, к чему вообще предстоит готовиться и какая база, если она есть, уже есть. Кстати, на этом моменте не стоит расстраиваться, если вдруг ты осознаешь, что ты полный ноль, потому что это совершенно не значит, что ты тупой, это значит, что просто до этого ты к информатике не готовился. Как я уже сказала, с сентября подготовиться на 90+ вполне реально даже с абсолютно полного нуля. Этап диагностики займет у тебя буквально несколько дней в начале сентября или в конце августа. Следующий этап я называю фундамент, потому что там мы выстраиваем базу. Инфа — это такой предмет, где сначала нужно разобрать несколько базовых вещей отдельно, а потом, когда ты будешь решать задачи, тебя невероятно удивит, как то, что ты уже изучал до этого, сейчас собирается воедино, и ты видишь полную картину и понимаешь абсолютно все. Это как если бы ты готовился к сочинению по-русскому и не умел бы писать. В любом случае, изначально тебе нужно было бы отдельно научиться писать, а затем уже приступать к сочинению. Точно так же и здесь, перед тем, как решать задания с помощью проги или таблиц, нужно сначала освоить эти инструменты, научиться в них работать. Поэтому на этапе фундамента мы идем по двум параллельным траекториям. В первой траектории мы изучаем базовые темы и, возможно, решаем на них задания, если они решаются вручную, такие как, например, 4-е задание, 1-е задание, 7-е задание, 12-е задание, кстати, можно тоже сюда отнести. И параллельно с этим мы изучаем основы питона и электронных таблиц. Этап фундамента я рекомендую проводить с сентября по конец ноября. Следующий этап у нас самый такой объемный. Он начинается с декабря и заканчивается в конце марта, и называю я его интенсив по номерам. Мы уже освоили электронные таблицы и умеем программировать на питоне. Теперь мы просто должны изучать задания по блокам. Скорее всего, в заданиях в основном будут сочетаться какая-то тема теоретическая плюс знание программирования. Нужно это соединить и научиться решать задания, причем разными способами, но об этом я буду говорить, скорее всего, в другом видео, здесь на этом не буду останавливаться. Таким образом, разделив задания на блоки и много-много занимаясь нарежкой, вот в эти месяцы, к концу марта уже должно быть понимание, как решать каждое из тех заданий, которые ты планируешь решать на ЕГЭ. Если ты хочешь 90+, естественно, все 27 заданий нужно уже научиться решать. И после этого мы переходим к финальному этапу нашего плана. Он называется финалка, когда мы с помощью нескольких кругов повторения повторяем все. Конечно, здесь уже будет повтор не с самого нуля, то есть питон с нуля учить уже не придется, но теорию по всем темам и все задания нужно быстренько еще раз повторить. Плюс на этом этапе нужно решать очень много пробников, и самое главное здесь разобраться, какие прототипы заданий сейчас актуальны, чтобы вот в последние уже месяцы перед экзаменом не тратить время на какие-то устаревшие задачи или такие прототипы, которые точно на ЕГЭ не встретятся. Этот этап длится у нас с начала апреля и до экзамена. Когда именно будет экзамен у нас в 2027 году, мы пока не знаем, ждем эту информацию, но обычно он где-то во второй половине июня, скорее всего, так и останется. Кстати, уже прямо сейчас ты можешь начать готовиться к ЕГЭ по информатике с самого нуля вместе со мной в моем телеграм-канале. Он называется Inspire Info. Подписывайся, я буду тебя очень ждать.